Привет же, ребятушки! Недавно я вспомнила, что Хэллоуин уже близко, а у меня до сих пор нет идей для тематической фотографии. И тут мой взгляд упал на хэллоуинских стейблов, которых я за всю жизнь практически не фотографировала, а конкретно на Mini Nightmare. Я подумала, что круто бы было с ней сделать какую-нибудь диораму, и несколько дней думала, какую. В итоге мне пришла мысль сделать темную лесную дорогу, по которой бы ехал загадочный экипаж, в который она была бы запряжена. Так как Nightmare сделана на молде фрийской лошади, то она бы круто смотрелась в упряжи. Поэтому идея мне понравилась, и я решила, что ей стоит заняться. Первое, что нужно было сделать, это, конечно же, набросок, чтобы примерно представить, как это все будет выглядеть. И вышло что-то подобное. Осталось только воплотить это в реальность. Первое, что я приобрела для диорамы, это шоу-бокс. Во-первых, это прекрасная основа, на которую я буду все клеить. А во-вторых, прозрачная часть защитит ее от пыли и повреждений, и в ней ее можно будет транспортировать. Второе, это апокси скульпт. Апокси — это самозастывающий компаунд из двух компонентов, которые нужно смешать друг с другом перед лепкой. С помощью него я буду создавать декорации и рельеф земли. Третья вещь, которая мне понадобится, это трава. В данном случае специальная трава для моделизма. Конкретно это в масштабе 1:80. Ее наклеим как основу, к которой будем потом крепить всю растительность. Ну а дальше идет самое интересное – декорации. У меня есть 9 деревьев, хвойные и лиственные, из которых будет состоять наш мини-лес. Также есть вот такая травка. Одна от Army Painter, это вид Lowland Shrubs, а вторая от Vallejo, и это Wild Tuft Dry Green. Остальные объекты флоры я насобирала в местном лесу. Это сухие сосновые веточки, которые очень похожи на лысые деревья, поэтому я подумала, что было бы круто их использовать. Потом у меня есть этот мох. Честно, я не знаю, как называется этот вид, но он высох и, на удивление, остался зеленым. Еще я нашла на дороге вот эти камушки. Выглядят довольно симпатично, поэтому тоже послужат для ландшафтного дизайна. Нашу лесную дорогу я буду выстилать с настоящей лесной почвой, а украшу корой и мелкими камушками. По природе все, но у меня есть еще несколько вещей, которые понадобятся для более интересной композиции. Это фонарики. 2 фонарика, которые будут стоять вдоль дороги, и один вот этот красивый, который будет стоять посреди леса. Они настоящие, и они действительно светятся, но для этого нам нужно будет подключить их к контроллеру. А еще у меня есть несколько диодов, чтобы сделать светящиеся тыквы фонарики. Также я нашла очень крутой забор, который я поставлю на заднем плане. Он металлический и, как по мне, очень реалистичный и красивый. Единственное, что я не нашла для него подходящих столбиков, поэтому сделаю их сама из эпокси. Ну что, поехали лепить что-нибудь из всего этого? Первым делом разметим все на бумаге. Я вырежу листок по размеру основы и размечу там что, где должно располагаться. Теперь приклеим бумажный трафарет к основе. После этого нужно раскалить гвоздь или иголку, чтобы проделать в основе отверстие под фонарики. Теперь предстоит сделать имитацию ландшафта, всякие холмики и ямки. Их я слеплю из эпокси скульпта. Готово! Вроде бы выглядит неплохо. Теперь приклеим траву. Также сделаем в ней дырочки, где будут располагаться фонарики и деревья. Ну что, уже выглядит неплохо. Давайте займемся дорогой. Нужно приклеить лесную почву. Для этого я просто смажу клеем траву и насыплю лесную землю, а потом просто струшу то, что не приклеилось. Трава и дорога готовы. Следующее, что сделаем, это забор. Нужно слепить столбики. Для этого отрежу проволоку по размеру и облеплю ее эпокси. После того, как она застыла, сделаю детали по своему наброску.
Также нужно приклеить петли, на которые повесим забор. Столбики готовы. Нужно сделать небольшой фундамент. Просто вырежу из эпокси очень толстые полоски. Части забора высохли, и я решила, что сделаю имитацию старого серого камня, такого же, как я увидела на заборе у соседа. Вуаля! Для полной картины чего-то не хватает. Точно, мха! Я купила посыпку от Amazing Art цвета вечерней зелени. Так как она уж очень легкая, то буду клеить ее на жидкий лак, а не на клей. Мох сделан, собираем забор. Ну вот, теперь это уже на что-то похоже. Я бы сказала, на парковую лужайку. А чтобы стало похоже на лес, начнем клеить деревья. Вот такой небольшой лесок получился. Но не хватает камней, кустиков и травы. Буду использовать свои камешки и купленные травяные пучки.
Ну вот, теперь это уже немного похоже на лес. Ну что, давайте займемся освещением. Уличные фонари у нас уже готовы, а вот тыквы еще нет. Я слеплю 3 полых тыквы, которые будут светиться изнутри с помощью диодов, и еще несколько маленьких, которые будут просто лежать рядом. Как же слепить полые тыквы? Во-первых, нужно сделать или где-нибудь взять вот такие вот шарики по размеру. Затем наматываем на них пищевую пленку, либо другой похожий материал. Берем немного эпокси и обклеиваем шарик по бокам, оставляя отверстия сверху и снизу. Теперь вырезаем страшную мордочку тыквы. Затем делаем надрезы с обоих боков и ждем, пока высохнет. После высыхания лепим дольки тыквы и наклеиваем поверх, параллельно вырезая в них отверстия для мордочки. После высыхания снимаем 2 половинки и вынимаем из них шарик. Красим 2 половинки изнутри в желтый или в любой другой цвет по вашему желанию. Теперь склеиваем их между собой. Осталось сделать шапочку со стебельком. Полый тыква-фонарик готов, осталось только покрасить. По аналогии я слепила 2 остальных фонарика тыквы, а также маленькие тыковки. Теперь нам нужно провести свет, приклеить и подключить фонарики. Это мой первый опыт в подобном деле, поэтому я надеюсь, все получится. Нужно просто перемотать между собой провода в нужной комбинации. Итак, момент истины. Ей, они светятся! Невероятно, но факт. Осталось только приклеить небольшие декорации к траве, например, опавшие листья и мелкие камушки. Основная часть диорамы готова. Теперь займемся упряжью и каретой. Я планировала сделать повозку самостоятельно, но это показалось мне слишком долгим процессом, поэтому начала искать варианты готовой. Но вот найти экипаж под стейбла оказалось очень непросто. Но я нашла это – дилижанс от Metal Earth. Она представляет собой сборную модель из металла. Внутри коробочки 3 листа с детальками и большая инструкция. Собирать ее рекомендуют с кусачками и тонкогубцами. Сборка действительно требует очень много времени и кропотливой работы, но я считаю, что результат того точно стоит.
Я не профи в сборке металлических моделей, но думаю, вышло у меня довольно неплохо. Сама карета вышла немного меньше, чем предполагалось, но все еще подходит для Nightmare. Ну и настало время самого сложного для меня – сделать упряжь на стейбла. До этого момента я никогда не делала упряжь, поэтому пришлось внимательно изучить все элементы. В итоге я все плюс-минус поняла и набросала, как она примерно будет выглядеть. Для ее изготовления у меня есть кусок черной кожи и фурнитура от Rio Rondo. Вот такой пилям, маленькие пряжки и колечки. Предстоит сделать уздечку, сиделку, нагрудник и шлею. Вроде бы готово, но я чуть не забыла про оглобли, которые тоже предстоит слепить из проволоки и эпокси. Что ж, мою первую попытку сделать упряжь можно считать удачной, потому что прошло уже целых полчаса и ничего не отвалилось. Для завершения диорамы остался последний штрих – слепить кучера. Да, я знаю, что Brayer делал наборы с повозками, где были стейбла-кучеры, но, к сожалению, у меня нет ни одного. А в интернете адекватных людей в масштабе 1 к 32 я так и не нашла. Так что снова придется обращаться к любимой проволоке и эпокси-скульпту. Ну вот, нашу диораму можно считать готовой. Она так ярко светится, что ее можно использовать как ночник. Ну что, ребятки, надеюсь, видео вам понравилось и, возможно, даже вдохновило сделать что-нибудь подобное. Если кого-нибудь интересуют марки материалов, которые я использовала для этой диорамы, то все я указала в описании к видео. Ну что же, ребятушки, еще раз спасибо вам за просмотр и до новых встреч!